Беларусь атакована. Силовой блок страны и военные срочно подняты по тревоге. Воздушное пространство страны нарушено, пока Лукашенко в тысячах километрах от Минска. Что происходит? Удар НАТО по России, жесткий сценарий или начало боевых действий? Какой план у Альянса и что заставило их перейти к более решительным шагам? Долгожданное заявление командования. Убить десятки людей, чтобы дотянуться до одного, стала известна настоящая, ужасающая цель российских ударов по украинским жилым домам. От такого в шоке даже те, кто поддерживает Путина. Прорыв которого не ждали те, кто должен платить пенсии, так уж точно. Ученые наконец-то победили старость. На сколько лет вырастет средняя продолжительность жизни обычного человека? Перипетии и революционное настроение, волнение, близкое окружение Зеленского тайно координировало действия по отставке руководства страны, группа заговорщиков и переворот или попытка надавить на власть. Агрессор атакует другого соседа. Война выходит за пределы воюющей страны. Военные вынуждены открыть предупредительный огонь. Села возле границы под минометным обстрелом. Есть официальное заявление властей. Об этих и других самых главных событиях утро вторника 2 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. НАТО может перейти свои же красные линии. В Альянсе готовы к гораздо более жесткой линии против России, вплоть до ответных агрессивных действий за кибератаки, диверсии и нарушения воздушного пространства. Об этом заявил председатель военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии Financial Times. По словам адмирала, западные военные уже всерьез обсуждают отказ от привычной, исключительно реактивной модели поведения. НАТО рассматривает варианты, которые еще несколько лет назад сочли бы невозможными. По данным газеты, ряд восточноевропейских дипломатов требует, чтобы Альянс перестал только выражать озабоченность и нанес ответный удар. Драгоне признал, что превентивные действия можно считать обороной, но это выходит за рамки привычного мышления. Миссия Baltic Sentry, созданная для защиты критически важной инфраструктуры в Балтике, пока работает эффективно, но обеспокоенность в странах НАТО сохраняется. Особенно после того, как финский суд закрыл дело против экипажа судна Eagle-S, связанного с российским теневым флотом, несмотря на повреждения им нескольких подводных кабелей. Возможно, стоит действовать более агрессивно, чем наш оппонент. Вопросы в правовой базе, в юрисдикции. Кто будет этим заниматься? А разве Россия законно бомбит Украину? Financial Times подчеркивает, Европа сталкивается с серией гибридных инцидентов: подрыв кабелей в Балтике, атаки на инфраструктуру, кибератаки, проникновение дронов прямо связывают с Россией. Ряд восточноевропейских государств требует от НАТО перехода к активным мерам. Пока что потребности в этом не было. Мы также должны сделать шаг назад и проанализировать, чего хочет агрессор. Мы не должны быть истеричными. У нас есть свой надежный план действий, и мы должны доверять ему. Наибольший потенциал в сфере кибератак. У стран НАТО есть инструменты для прямого удара в ответ. Сложнее с диверсиями и деятельностью теневого флота. Драгоне признал, у НАТО больше ограничений, чем у России. Юридических, этических и политических. И это усложняет ситуацию. В Москве уже отреагировали на это. Конечно, самый уважаемый эксперт сказал свое слово. Заявление представителей НАТО о возможном нанесении упреждающих ударов по РФ крайне безответственны и показывают стремление к эскалации. На этом фоне The Wall Street Journal сообщает, что российские спецслужбы создали новое теневое подразделение для проведения скрытых атак против западных стран от Европы до других регионов. Российская атака по Вышгороду в ночь на 30 ноября обернулась тяжелыми последствиями, но она была не бездумной, а цель у нее все-таки была. Правда, от этого легче не становится. В результате удара по Вышгороду пострадали 19 человек, в том числе 4 детей. 11 раненых госпитализированы с травмами разной тяжести. Повреждены 3 многоэтажки, 14 частных домов, предприятия и 7 автомобилей. Для чего все это? Среди погибших сотрудник компании Firepoint, производитель украинских ракет «Фламинго». О трагедии сообщил главный конструктор и соучредитель компании Денис Штиллерман. По его словам, семья погибшего сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.
Это счастье россиян, что мы, в отличие от них, не бьем в ответ по их жилым домам за ежедневные обстрелы наших мирных городов. Мы прекрасно знаем, где живут многие наши враги вместе с их семьями. Firepoint – украинская оборонная компания, основанная в 2022 году после начала полномасштабного вторжения. Она специализируется на дальнобойных ударных дронах и крылатых ракетах. Среди ее разработок FP-1 и ракета FP-5 «Фламинго». Эта неделя может стать решающей для Украины. Сейчас происходит нечто, чего все ожидали и одновременно боялись. За кулисами ускоряются переговоры, а ключевые игроки делают движения, которые могут определить судьбу войны на годы вперед, говорит главный дипломат Евросоюза. Очевидно, что Россия не хочет мира, и именно поэтому нам нужно сделать Украину максимально сильной, чтобы подготовить ее к тому, чтобы она могла защитить себя в это очень-очень сложное время. Для дипломатии это может стать переломной неделей. Мы слышали вчера, что переговоры в Америке были трудными, но продуктивными. Беларусь атакована коварными европейцами. Беспилотник, якобы из Литвы, упал недалеко от Гродно, а МВД страны пишет, что на месте его падения были обнаружены экстремистские материалы. В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Литвы. Минск трактует произошедшее как преднамеренную провокацию, причем сразу против двух стран – Беларуси и Польши, и требует от Литвы разъяснений, кто запускал беспилотник, какова была цель полета и кто является оператором этого аппарата. Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки. Какие это необходимые меры, пока не очень понятно, но будем ждать реакции и будем держать вас в курсе. Не забывайте подписываться, чтобы ничего не пропустить. Тихий, но окончательный перелом в политической системе страны. За внешней эффективной организацией, о которой заявила миссия ОБСЕ, скрывается куда более тревожная реальность. Пространство свобод стремительно сжимается, а власть президента Садыра Джапарова превращается в фактически монолитную. В Кыргызстане прошли выборы. Базовые свободы, хотя и защищены Конституцией, на практике все сильнее ограничиваются новым репрессивным законодательством и его применением. Недавние фундаментальные изменения правовой базы ввели новую мажоритарную избирательную систему и новое разграничение округов, а также дополнительные ограничения на выдвижение кандидатов. Все это существенно уменьшило участие политических партий. Избирательная кампания была настолько ограничена, что кандидаты и избиратели фактически не могли свободно участвовать в политическом процессе. Формально свободы защищены Конституцией, но на практике все более урезаются. Кандидатам мешали баллотироваться, а многие граждане боялись любых проявлений политической активности, опасаясь последствий. Перед выборами Джапаров заявил, что никаких новых революций больше не будет, а на президентских выборах 2027 года он возьмет больше 90%. Это была цитата. Его союзник, вице-премьер Эдиль Байсалов, сказал Reuters, что парламентская демократия, а мечта о вестминстерской системе была ошибкой. Со старостью покончено. Перелом эпохи. В США заявили о создании вакцины от старения. И результаты доклинических испытаний выглядят так, будто бы мы стоим в шаге от медицинской революции. Ученые разработали препарат, который учит иммунную систему распознавать и уничтожать стареющие клетки еще до того, как они начнут разрушать организм. Параллельно это создает в теле среду, в которой раковым клеткам значительно сложнее выживать и размножаться. На животных результат оказался почти невероятным. У части продлилась молодость, у некоторых продление жизни превышало 100%. Побочные эффекты минимальны. Патент уже зарегистрирован, и команда готовится перейти к клиническим испытаниям на людях. Если они пройдут успешно, это станет прорывом, который еще недавно казался научной фантастикой. Формально вакцина может стать доступной широкой публике, но не стоит обманываться. Первыми ее получат самые влиятельные и богатые люди мира, как всегда бывает с радикальными технологиями продления жизни. Мысль Путина, которую он озвучивал на встрече с Си Цзиньпинем о том, что можно дожить до 150 лет, реально? Как вы относитесь к такой идее? Не забывайте писать в комментариях.
Перипетии и революционное настроение, волнение, близкое окружение Зеленского тайно координировало действия по отставке главы офиса президента Андрея Ермака. Для этого был создан специальный чат, пишут об этом украинские медиа. Пока что полный круг участников этого тайного революционного чата установить не удалось, но речь идет о высшем звене государственного управления. Андрей Ермак за неделю до своего увольнения якобы добивался отставки главы СБУ Василия Малюка, но что-то пошло не так. Из-за того, что тот якобы не защитил от действий антикоррупционных органов самого Ермака, пишет «Украинская правда» со ссылкой на свои источники. Андрей Ермак якобы в истерике и якобы обещает всем отомстить. Когда его попросили написать заявление об увольнении, он, опять-таки якобы, устроил Зеленскому получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники. Новая война, которая вырастает из человеческой ошибки. Мины и снаряды перелетают границу. 4 раненых. Война перекидывается на территорию другого государства. Ночь и утро прошли под ударами, которые достигли приграничных деревень. Потенциал эскалации высокий. Мьянма в огне, и это начинает затягивать весь регион. В результате обстрела пострадали 4 граждан Мьянмы, среди них ребенок. Все они доставлены в госпиталь, повреждены как минимум 6 жилых домов. Столкновения между мьянманскими военными и силами сопротивления стали самыми ожесточенными за последнюю неделю. Взрывы были отчетливо видны с таиландской стороны. Таиланд ответил 4 предупредительными выстрелами, осветительными или дымовыми, чтобы заставить стороны прекратить огонь и напомнить о неприкосновенности чужой таиландской территории. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.